Ты наверняка это слышал. Одна чашка цикория вместо кофе, и организм очищается. Давление снижается, печень восстанавливается, нервы успокаиваются, сон становится лучше. Так говорят. Но тогда возникает простой вопрос. Почему в реальных научных исследованиях у цикория появляются риски для печени и почек? И почему об этом почти не говорят в популярных ЗОЖ-видео? И сегодня мы, без веры на слово, разберемся, что на самом деле делает цикорий, кому он может подойти, а кому навредить. Но выводы могут быть неудобными. Цикорий в последние годы превратился в идеальный продукт для контента. Его продают как безопасную альтернативу кофе, особенно тем, кому нельзя кофе. Гипертоникам, сердечникам, людям с диабетом и повышенным холестерином. В интернете ему приписывают почти универсальные свойства – от очищения крови до защиты от рака. Если вам тоже хоть раз говорили, что цикорий – это чистая польза, поставьте лайк. Просто интересно, сколько нас здесь таких. А если вы хотите, чтобы подобные научные видео появлялись чаще, оставьте комментарий. Это помогает нам понимать, какие темы важны зрителям. А теперь к фактам. Если открыть научные базы, окажется, что исследований, где люди пили именно напиток из обжаренного корня цикория, очень мало. Одно из самых качественных включало 47 человек. Их разделили на две группы. Одна группа пила напиток из цикория, вторая — напиток из ячменя. Никто не знал, кто что пьет. Доза — 300 мл в день. Это примерно 6 чайных ложек порошка. Результаты оказались скромными. Уровень глюкозы, инсулина и холестерина между группами не отличался. Гликированный гемоглобин в группе цикория снизился, но менее чем на 1%. Это слишком мало, чтобы говорить о выраженном лечебном эффекте. И вот здесь начинается то, о чем обычно не рассказывают. После 4 недель употребления цикория у участников повысились печеночные ферменты. Также вырос уровень креатинина и мочевины, маркера нагрузки на почки. Исследователи прямо написали: напиток из обжаренного цикория оказывает минимальное неблагоприятное воздействие на печень и почки даже в дозе 300 мл в день. Минимальное не значит нулевое. Если вы впервые на канале и вам нравится разбираться, где настоящая польза, а где просто яркая обложка, подписывайтесь. Здесь только доказательные разборы, без фантазий и мифов. Прежде чем делать выводы, разберем еще один популярный миф – витамины и минералы. Часто говорят, что цикорий – их источник. В сыром корне действительно есть витамин С и кальций. Но напиток делают не из сырого корня. Его режут, сушат, обжаривают, варят и снова высушивают. После такой обработки витаминов там просто не остается. В цикориевом кофе нет витамина С, нет витаминов группы В, нет витамина К. Если они указаны на упаковке, значит их добавили отдельно. С минералами ситуация похожая. Они есть в корне, но сколько реально переходит в напиток, никто точно не знает. Таких исследований просто нет, по крайней мере мы не нашли. Теперь самый популярный аргумент – инулин. Его называют главной ценностью цикория. Инулин действительно полезен. Это растворимая клетчатка, пища для кишечных бактерий. Он может улучшать стул, косвенно влиять на уровень глюкозы и снижать воспаление. Но есть два условия, о которых редко говорят. Первое. Эффекты наблюдаются при дозах от 10 до 12 граммов в день и при длительном приеме. В исследовании с цикорием люди получали всего 0,75 грамма в сутки. Второе. Инулин разрушается при обжарке. Именно обжарка превращает его в оксиметилфурфурол – вещество, дающее кофейный вкус и аромат. Если производитель специально не добавил инулин, в напитке его просто нет. По факту получается следующее. Большинство исследований о пользе цикория проводились либо на экстрактах, либо на клетках, либо на животных. И в дозах, которые невозможно получить из 1-2 чашек напитка. Если вы сейчас удивились, сохраните это видео. И пока мы продолжаем, если вы хотите видеть больше видео, где мы объясняем такие механизмы простыми словами, присоединяйтесь к спонсорству канала. Это помогает делать независимые научные разборы без привязки к рекламодателям и трендам. Теперь о побочных эффектах. О них говорят реже, но они зафиксированы. При употреблении цикория отмечались случаи анемии и снижения уровня железа, особенно у женщин. Также описаны боли в животе и приливы. Цикорий снижает вязкость крови, поэтому при приеме аспирина и других препаратов, разжижающих кровь, может повышаться риск кровотечений. Беременным женщинам с цикорием тоже нужно быть осторожными.
Зафиксированы случаи маточных кровотечений и выкидышей. Кроме того, цикорий относится к семейству сложноцветных. Если есть аллергия на березу, амброзию или ромашку, возможна перекрестная реакция, вплоть до тяжелой аллергии. И еще один момент – желчеотток. Цикорий его усиливает. Это плюс для одних и риск для людей с камнями в желчном пузыре. И вот здесь обычно начинается спор. Одни говорят, нужно слушать врачей, другие отвечают, врачи сами этого не знают. Напишите в комментариях, кому вы больше доверяете в таких вопросах – врачам или самостоятельному разбору. Интересно посмотреть, какое мнение преобладает. Теперь коротко сравним с кофе. Кофе часто пугают давлением и сгущением крови, но исследования показывают, у большинства людей кофе либо нейтрален, либо слегка снижает давление. У гипертоников реакция индивидуальна, и ее нужно проверять измерениями, а не запретами. Кофе снижает агрегацию тромбоцитов, то есть уменьшает риск тромбов. И он является крупнейшим источником полифенолов в рационе, даже у тех, кто ест много овощей и фруктов. Есть и минус. Кофе может повышать холестерин у чувствительных людей из-за кофестола и кохвеола. Таким людям действительно стоит выбирать фильтрованный кофе или частично заменять его цикорием. Если у вас есть знакомый, который боится кофе и пьет только цикорий, отправьте ему это видео. Пусть посмотрит без мифов и крайностей. Итог простой. Цикориевый кофе – не исцеляющий напиток и не лекарство. Это не источник витаминов, не полноценный источник инулина и не универсальная альтернатива кофе. Он может быть вкусовым вариантом, но имеет ограничения и противопоказания. Относительно безопасной дозой можно считать 1-2 чашки в день. Это примерно до 4 чайных ложек порошка. При больших количествах риски начинают расти. И напоследок простой вопрос. Что вы пьете чаще? Кофе, цикорий или чай? Напишите одно слово в комментариях. Если видео было полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал и сохраните его. Чем больше мы понимаем, тем меньше мифов управляют нашим выбором. И если вам нравится разбираться в таких деталях и выбирать оздоравливающие продукты осознанно, напишите об этом в комментариях. Мы ориентируемся на вашу обратную связь, чтобы строить новые выпуски.